Здравствуйте, я Татьяна Рогова, и сегодня мы будем моделировать летнее платьице. Но прежде я хочу напомнить вам о том, что этот канал предназначен для моих учениц, которые приобрели базовый курс, которые научились кроить базовую основу, и здесь я их бесплатно обучаю принципам моделирования. Те женщины-подписчики или гости моего канала, которые задают вопросы, а я не имею возможности ответить всем, потому что работаю одна, не обижайтесь. Ну а теперь о модели. Мы для начала прочтем модель. Платьице отрезное, как мы видим. Есть крылышки, которые втачены в рельефные швы и по полочке, и по спиночке. Боковая нагрудная выточка переведена в рельеф. Сзади молния. И шличка, конечно же. Но так как вы уже умеете построить базовую основу, и у нас есть преимущество в том, что мы сами научились строить выкройки, мы можем не обязательно делать такую модель. Допустим, вам не нравится, что изделие отрезное, значит, не делайте его отрезным. Его можно сделать цельнокройным, но со швом. Неплохо будет для женщин, которые полненькие, но обязательно для полненьких крылышко сзади и впереди будет закрывать толщину руки. Неплохая модель, но здесь эту модель можно будет сделать со швом, и рельефные выточки опуститься только до линии бедер, как мы в базовой основе с вами учили, и расклешить к низу. Сзади тоже сделать шовчик на молнии, точно так же, как и впереди, рельефы, и втачать крылышки. На полненьких, повторяю, это смотрится очень хорошо. А можно сделать и на худеньких, у кого бедер нет, допустим. Вы можете точно так же все сделать по базовой основе, начертить конструктивные линии впереди и сзади, но сделать отрезным ниже талии и сделать сборочку тоже будет очень симпатично. Но я вам буду сейчас показывать именно эту модель, которая на фото в начале видеоролика. Итак, построенная базовая основа четко по своим меркам или меркам заказчицы. Напоминаю, если вы хотите иметь идеальный крой, нужно идеально снимать мерочки. Итак, базовая основа спиночки со шлицей сзади. Технологию обработки шлицы вы знаете из моих уроков, поэтому мы будем моделировать верхнюю часть изделия. В первую очередь мы, конечно же, с вами сделаем вырез пошире. Платьице летнее, а в базовой основе всего 7 сантиметров. Нам нужно сделать хотя бы сантиметров 10 пошире. Поэтому точки у нас у основания шеи одинаковые, на одном расстоянии, полочка и спиночка. И теперь мы сделаем пошире. И по передней части, и можно немножечко вырез сделать и сзади. Затем мы с вами должны сделать отметочку для рельефа, потому что рельефы должны обязательно сойтись и у полочки, и у спиночки вместе по плечевому шву. Поэтому делаем отметочки сантиметра 3 от основания шеи. И на спиночке сделаем отметку вот здесь, где выточка плечевая, и по полочке. Отметочки сделаны. Теперь мы сделаем росточек побольше, вырез. И по полочке тоже. Вот таким образом. Затем нам нужно провести по спиночке. По спиночке шов остался. Здесь мы сделаем только отметочку для втачивания молнии. И сделаем рельефную линию от отметочки и до самого низа. Ложим линеечку. Проводим конструктивную линию
Выточку немножечко смещаем. По центру она может быть такая же. Вот так. И смещаем теперь. То есть вырезаем выточку по плечу. До линии талии. Вот таким образом. У нас же платьице отрезное. Теперь мы разрежем по линии талии. И у нас получается объем на лопатку вот в этом месте и для приталивания вот в этом месте. На юбочке просто выточку зашиваете. Все, спиночка у нас готова. А теперь по полочке от отметочки через высокую точку груди и до выточки на линии талии. Проводим конструктивную линию по линеечке, ровненькую. Можно сделать отметочки для удобной сметки. Это уже будете отметочки делать, напоминаю, на швах, которые оставите для сметывания. Эту выточку мы немножечко сместим, но чтобы они при сметке обязательно совпали по линии талии. Итак, не забывайте о нагрудной выточке. Раствор нагрудной выточки у каждой женщины свой. И бывает большой, то есть 10 сантиметров, смотря какая грудь, 12, 11, все равно делайте так, как я вас учила. Итак, сейчас я разрезаю по конструктивной линии рельефной до линии талии. По линии талии мы отрезаем. Пока верхнюю часть мы, нижнюю часть уберем и будем работать с лифом. Отметочки у нас сделаны. Здесь мы с вами обязательно должны вырезать выточку. Немножечко к вершине ее чуть-чуть подгоним, чтобы она скругленная была. И закрываем выточку нагрудную. Хочу обратить ваше внимание. Очень часто делаете ошибку в пройме, когда чертите чертеж базовый. И потом, когда присылаете фотографию, я вижу здесь пузырь. Вы делаете ошибку вот в этом месте. Здесь вам обязательно нужно срезать. Вы делаете это ровно как по спиночке, но когда же мы забираем выточку, сейчас я покажу вам, скалываем одна с одной. Вот таким образом. И в этом месте вам нужно обязательно, я в конце первого урока вам рассказываю, что пройму нужно осноровить вот в этом месте. А вы не осноравливаете, у вас вот в этом месте получается мешок. Это ошибка большая. И при втачивании рукава, и когда вы одеваете на примерке, здесь получается пузырь и рукав не подходит. Теперь мы можем вот эту часть сравнить с частью по спиночке. Вот они должны у вас быть одинаковыми. Иначе вы не сметаете, если не осноровите. После закрытия выточки боковой срез. Вот самая главная распространенная ошибка у вас в этом месте, потому что вы не досматриваете видеоролик в уроке до конца и задаете вопрос. Поэтому не спеша, потихонечку, шаг за шагом, внимательно смотрите мой урок и не делайте ошибок. Итак, у нас построена полочка. Мы ее при сметке в этом месте закрываем. На юбке же выточка будет стачиваться, а затем пришиваться верхняя часть к нижней. Хочу дать вам один совет.
После того, как вы сделаете выкройку изделия на любую модель, вы обязательно должны проверить, четко ли у вас получилась эта выкройка, потому что у нас обязательно должно быть в плечевых швах четко. Здесь у нас должно быть четко. Обязательно теперь боковые срезы обязательно должны быть четко, то есть берете сантиметровую ленту или линеечку и проверяете свою выкройку. Все ли у вас получилось? Проверьте грудь, окружность груди по спиночке и по полочке сложите вместе. Даже можно вот так проверить по меркам. Все ли у вас четко по меркам, чтобы примерка была одна и четкая, потому что все остальное, если вы сделаете выкройку и не проверите, а она вдруг с какими-то изъянами, примерка будет плохая и наступает, как правило, после первой примерки разочарование. Так вот, чтобы этого не было, будьте внимательны и не спешите, потому что когда поспешишь, делаешь ошибки, и у вас по времени затраты будут очень длинные. То есть первая примерка, вторая примерка, подгонка. Так вот, чтобы этого не было, обязательно нужно все это замерять. Сколько у вас окружность бедер, сколько у вас получилось в талии при закрытых выточках. Все это вы должны проверить, а потом уже смело кроить на ткани. Не забывайте об этом. Итак, мы проверили крой. Все нормально. Теперь я для объяснения уберу юбочку, нижнюю часть. И нам нужно, для того, чтобы начертить эти крылышки, нам нужно обязательно, вот берем спиночку, начертим спиночку отдельно, чтобы сделать выкройку крылышка. Вот она. И мы с вами сделаем вот такой чертеж с крылышком. То есть у нас, мы видим, это опускается по спиночке, по рельефу, ниже сантиметров на 5 от центра. Вот это центр рельефа делим пополам, и сантиметров 5 отпускайте вниз, чтобы оно было подлиннее. Так я сделала, значит, напополам, потом 5 сантиметров отложила. По плечевому шву я сделала прямую, видите, и нарисую крылышко. Крылышко можно сделать больше на выкройке, можно сделать покороче, это уже на ваше усмотрение. У кого какие руки, кому как нравится. Аж на полненьких женщинах, кому хочется опуститься пониже, делайте пониже. Принцип один и тот же. Все, мы сделали с вами чертеж по спинке. Напишем спинка. Точно так же и по полочке. Полочку ложим, эту часть ложим. Нам нужно же только одно крыло, поэтому мы вместе, длина крыла вот в этом месте тоже одинаковая обязательно должна быть. И в этом месте ниже высокая точка груди, ниже этой точки сантиметров на 5, мы и будем резать это крылышко. Итак, вырезаем. Немного пропустила. Здесь, когда вы оставите припуск для шва, сделайте отметочку. Отметочка будет обозначать, что часть, которая будет втачиваться к спинке, она будет подходить к этой отметочке. Точно так же и по полочке. Сделайте отметочки уже на шве, когда вы будете выкраивать. А вот эта часть, которая будет у нас иметь раздвижку для волана, будете знать, что нужно от этой отметочки, так же, как и на полочке, к этой отметочке подставлять волан. Теперь я вырежу, что времени не занимать, много в эфире не вырезать, я вырежу за экраном. И вот мы сделали волан, подписали, что вот этот будет отрезочек к плечевому шву, к плечу, и к спиночке. Точно так же к плечу
и к полочке. Понятно? Надеюсь. И теперь мы сделаем с вами вот такую деталь. Эта деталь у нас должна иметь раздвижку для того, чтобы получился волан. И поэтому я сделала целую конструкцию точно такого же волана. Только подписала тоже так же, видите, к плечу. Это часть к спинке, это к полочке. Теперь я должна нанести конструктивные линии, по которым я разрежу и раздвину для того, чтобы получился волан. Итак, убираю пока эту выкройку, она мне не нужна. А на этой выкройке я сделаю раздвижку, допустим, на одном расстоянии, ровненько делаем линии, по которым будем разрезать и раздвигать воланчик. Точно так же и по стороне полочки. Вот таким образом. Теперь мы с вами разрезаем. И вот эту часть мы будем оставлять, не дорезая 1 миллиметр, чтобы не распалась конструкция, и делать раздвижку. Здесь на полочке будет чуть-чуть подлиннее, поэтому еще и одну конструктивную линию подрежу. Вот так. И будем раздвигать вот таким образом, для того, чтобы получился воланчик. Вот в этом месте делайте ровненько, пусть у вас в этом месте побольше будет раздвижка, она ляжет на плечо и будет очень симпатично лежать. Вот таким образом. Слегка здесь побольше раздвижка получается, где будут плечевые стыки, плечевой шов. И вот таким образом. Сейчас я сделаю на цветной бумаге для того, чтобы вам показать. И вот у меня получилось крылышко на цветной бумаге. Видите, как я сделала раздвижку? Здесь раздвижка больше, а здесь делайте меньше, потому что будет очень много фалдочек. Хотя можно сделать на какой-нибудь старой простыночке или наволочке, что у вас есть, которые не жалко пускать в расход для образца. Можно сделать пробничек, примерить к своему изделию и посмотреть, хватит вам этого или нет. Здесь вы от высокой точки идете, самая высокая точка, потом к высокой точке, потому что, видите, при раздвижке у нас самые высокие точки получились. Так вот, вы от высокой точки к высокой и постепенно. Это у нас одно крылышко. Пока мы сделали таких деталей, нужно сделать 2 на 2 рукава, 2 детали. 2 детали. Но у нас же еще есть одно крылышко сверху, и оно короче. На картинке мы видим, что вот в этом месте у них соединяются эти крылышки. А я бы сделала, например, чуть-чуть короче. Поэтому я сделала второе крылышко, которое должно быть короче. Вот оно, видите? И сделаю сантиметра 3-4 короче. Здесь не забывайте, видите, я оставила на швы, на всех выкройках оставляйте на швы, не забывайте об этом. Затем крылышки обрабатывайте зигзагом. Вот в этом месте ставьте отметочку, точечку, потому что это к центру, центр крылышка будет, как центр рукава бывает, и этой отметочкой нужно прикладывать к плечевому шву. Поэтому вот на другой выкройке, которая короче, тоже нужно сделать отметочку. Но, впрочем, когда вы обработаете 2 крылышка, наложите 1 на 1, только тогда, после того, как вы плечевые швы
вот в этом месте стачаете плечевые швы, вы к отметочке, где-то мы делали отметочки, вы к отметочке через плечевой шов приложите вот такие крылышки вместе и будете уже притачивать боковые детали. Итак, вот мы сделали 2 крылышка. Этих деталей тоже, соответственно, 2 на правую и на левую руку. Ну, вот и все, что я вам хотела рассказать. Так как вы умеете делать выкройки сами уже, и вот эти варианты, которые я вам предложила, тоже можно использовать, потому что вкусы у всех разные. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, но можно из какой-то модели взять понравившуюся вам деталь и сделать по-своему. В этом есть преимущество у тех, кто умеет строить выкройки своими руками. А мы умеем, и у нас преимущество. На этом я хочу с вами попрощаться. Всего вам доброго. До следующих встреч. С вами была Татьяна Рогова.